Ричи уже пришел. С новой игрушкой. Принес игрушку, которую вам подарили зрители. Подписчики. Подписчики. Лаки. На краешке. Юлечка тоже. Можно начинать. Добрый день, друзья. Студенты вокруг, поэтому начинаем. Сегодня хочу рассказать о своих бульбовых орхидеях, которые я бы хотела вам показать. 3 из них цветущие. Обещала показать дендрофаленопсис в момент почти его полного распуска. Смотрите, вот он распустился. Он у меня нигде не помещается. Нашла только одну единственную полку. Но он больше полуметра вместе с горшком, на которой он помещается прямо под потолок. Он не растит пока новых бульб. Старый цветонос, который был поменьше, он отцветает. И особенность дендрофаленопсисов, когда все бутончики завянут, цветонос обрезается сразу. Не будет больше никакого цветения, не будет больше никаких веточек. Не надо ждать, пока он засохнет. Его сразу нужно отрезать. Все бульбовые цветут не так долго, как нам бы хотелось. Единственный из долго цветущих – это дендрофаленопсисы. Он цветет, вот этот цветонос, примерно 2 месяца. А остальные месяц, может быть 40 дней. Небольшой куст котлеи, который только-только начинает распускать свои бутоны. Бутонов из чехла выходит 3, их уже видно. Она уже цвела в этом году. И на отцветшей бульбе появился новый рост. Вот так котлеи умеют с одной бульбы цвести, другую бульбу растить. И за сезон наращивает примерно 5-7 бульб. Естественно, цветет с одной бульбы 1 раз. На этой котлее бывает до 5 цветов с одного чехла. Сейчас я посмотрю, там есть еще что-нибудь или нет. Потому что иногда бывает 3 цветка вышли, а потом где-нибудь там задержался еще один. И выходит позже еще 1 цветок. Но не буду там ничего делать и разрывать. Пусть сама потом покажет, сколько у нее будет цветов. А вот эти 2 цветка хочу показать вам вместе. Это Мильтония Sunset, а это Зигопеталум. Казалось бы, почти одинаковые бульбовые орхидеи, но растут немного по-разному и цветут немножко по-разному. Я как-то рассказывала, что я пропустила момент полива Мильтонии, и поэтому у нее листья получились со складочками. Но если отрегулировать полив, Мильтония сразу же начинает растить. Вот новые листья растут. Они без таких складочек. Главное в поливе вот этих 2 орхидей, да и, впрочем, всех бульбовых орхидей, у них не должен пересыхать грунт. А у Мильтонии я упустила этот момент. Я их сейчас, все такие орхидеи, поливаю раз в неделю. Замачиваю горшок на 2/3, наливаю воду в горшок и оставляю приблизительно на 30-40 минут. Потому что грунт у них смешанный, там есть кора, керамзит, пеностекло, циафлора, то есть более влагоемкий грунт, чем у фаленопсиса, и кора, циафлора и пеностекло
набирают в себя воду и немного дольше держат, чем простой керамзит. Тем более, что керамзит у меня очень хорошо обожженный, он в себя влагу не набирает. Но все равно дня через 3 верхняя часть грунта становится сухой. И тогда через 3 дня я обязательно опрыскиваю грунт у таких орхидей. Ну и результат налицо. Листики растут ровные. Эта орхидея Sunset цветет 40 дней. Один цветонос уже отцвел. Это второй цветонос у нее в этом году. Тоже цветет с бульбы один раз, но может быть с одной бульбы 2 цветоноса. Они растут из пазух нижнего листа. Также из этой пазухи может расти и детка. Вот смотрите, появилась детка. Вот одна детка. Вот вторая детка. Конечно, они прикреплены на данный момент к материнскому растению, и растут они на корне, называемой ризомой, но все-таки, когда смотришь, кажется, что она точно, да так оно и есть, растет рядом с мамой. Так какая разница между мельтонией и зигопеталумом? Мельтония для того, чтобы зацвести, должна обязательно налить вот такую плотную, гладкую бульбу. А зигопеталум все делает наоборот. Он выпускает новый рост. Как только он подрастет, ну, может быть, сантиметров 15-20, он сразу начинает цветение. Причем у меня зигопеталумы, к моему великому удивлению, выпускали с одной бульбы даже 3 цветоноса. Я не знаю, как они это исхитрились сделать, но так получилось. Я показывала вам как-то, если вверху экрана будут подсказки, это именно подсказки на те видео. И вот он, появляется новый рост, потом появляются цветоносы, он сначала цветет и только после цветения медленно наливает бульбу. Если у вас есть взрослый зигопеталум, и он еще не пересаженный, или вы хотите его разделить, в момент выпуска новых ростов, и когда они достигают высоты примерно 5 сантиметров, их можно разделять, потому что новые корни зигопеталум, да как, впрочем, и все бульбовые, растить будет только от этого молодого роста. И еще в этот момент можно переставлять орхидею, и можно поменять место жительства этой орхидеи. Именно поэтому я эту орхидею хочу сегодня подарить. Отдать в добрые руки. Только для этого есть 2 условия. Первое условие – это написать комментарий под видео и быть первым выразившим желание забрать у меня эту орхидею. И второе условие – вы должны забрать ее сами. Ни такси, никакими другими способами я орхидеи не отправляю. Я отдаю ее только в ваши руки или в руки того посланника, часто это очень бывает муж, который сможет заехать и забрать у меня орхидею лично. Жду ваших сообщений и жду комментарий желающего получить от меня в подарок эту орхидею. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.